Какие туристические места убивают путешественников чаще всего? На одном пляже вода настолько заражена, что купание грозит смертельными язвами. На одном острове живут тысячи ядовитых змей, по 5 штук на каждый квадратный метр. И это еще цветочки. Начнем с Бразилии. И нет, это не солнечная Копакабана с открыток. Речь о пляже, где местные власти вешают таблички с одним словом – опасно. Тех, кто их игнорирует, потом ищут спасатели, а иногда вовсе не находят. Что же превращает золотой песок и теплую воду в смертельную ловушку? Впрочем, тот пляж хотя бы разрешают посещать. А вот к следующему месту вас не подпустит ни один капитан. И на то есть железная причина. В 40 километрах от побережья Сан-Паулу торчит из океана скалистый клочок земли под названием Кеймада-Гранди. Со стороны обычный тропический островок, поросший зеленью. Но бразильские военные закрыли его для посещения полностью, и нарушителям грозит крупный штраф. Причина проста – остров кишит змеями. Здесь обитает островной батропс, золотистая гадюка, которую больше нигде на планете не встретить. По разным оценкам, на этом клочке суши живет от 2 до 4 тысяч особей. При площади всего в 43 гектара это означает чудовищную плотность. Местами по несколько змей на каждый квадратный метр. Оказались эти змеи в ловушке тысячи лет назад, когда поднявшийся уровень океана отрезал остров от материка. Добычи на скалах почти нет, зато над островом пролетают перелетные птицы. И гадюки приспособились. Их яд стал в несколько раз сильнее, чем у материковых сородичей, чтобы убивать жертву мгновенно, пока та не улетела. Этот яд буквально плавит человеческую плоть. При укусе начинается некроз тканей, отказывают почки, случается кровоизлияние в мозг. Легенды вокруг Кеймада-Гранди ходят страшные. Рассказывают о смотрителе маяка, которого вместе с семьей нашли мертвыми. Змеи заползли в окна. Говорят и о рыбаке, который сошел на берег за бананами и вернулся в лодку уже искусанным, а до дома доплыть не успел. Проверить эти истории сложно, но власти относятся к угрозе всерьез. Сегодня попасть на остров можно только со специальным разрешением и в сопровождении врача. А следующая точка нашего списка не прячется в океане. Наоборот, туда стекаются тысячи туристов, даже не подозревая, чем рискуют. Посреди пустыни Каракумы в Туркменистане уже больше полувека горит гигантская яма. Ее так и прозвали – Врата Ада. Диаметр этого пылающего кратера около 70 метров, глубина примерно 20, а из земли вырываются языки пламени высотой в несколько метров. История началась в 1971, когда советские геологи бурили здесь скважину в поисках газа. Земля под буровой установкой внезапно провалилась и образовался огромный кратер. Из него пошел метан – газ, опасный для всего живого вокруг. Чтобы ядовитые испарения не отравили людей и скот, инженеры решили поджечь его, рассчитывая, что газ выгорит за пару недель. Он не выгорел. Огонь горит и по сей день, больше 50 лет подряд. Место стало странной достопримечательностью. Туристы приезжают в пустыню, разбивают палатки прямо у края и фотографируются на фоне пылающей бездны. И вот тут кроется главная опасность. Края кратера постоянно осыпаются, раскаленная земля крошится и обваливается внутрь. Стоит подойти слишком близко ради удачного кадра, и грунт может уйти из-под ног. Падение в этот огненный колодец не оставляет ни единого шанса. Температура пламени достигает нескольких сотен градусов. К тому же вокруг ямы скапливается угарный газ и метан, который вытесняет кислород. Люди, подошедшие вплотную, жаловались на головокружение и удушье. Тело просто перестает получать воздух. А ночью, когда все вокруг погружается в темноту, свечение от кратера видно за много километров, и оно манит любопытных еще сильнее. Известен по меньшей мере один случай, когда турист сорвался вниз, пытаясь заглянуть поглубже. Власти Туркменистана не раз обещали засыпать или потушить врата ада, но пламя оказалось сильнее любых планов. Огонь продолжает пожирать газ из недр земли, и никто точно не знает, когда он погаснет. Но если здесь опасность видна за версту, жар, дым, пламя, то следующее место обманчиво прекрасно. Оно выглядит как рай на земле, и именно этим убивает. На въезде в этот город стоит знак с надписью, а за ним пустые дома, ржавые качели и колесо обозрения, которое так ни разу и не покатало ни одного пассажира.
Это Припять, украинский город, брошенный людьми за один день после катастрофы на Чернобыльской атомной станции в апреле 1986 года. Когда взорвался 4-й энергоблок, в воздух выбросило огромное количество радиоактивных частиц. Почти 50 тысяч жителей эвакуировали за несколько часов. Людям сказали брать только самое необходимое и обещали, что они скоро вернутся. Никто не вернулся. С тех пор Припять стоит замороженной во времени. Детские игрушки на полу, книги на партах в школе, посуда на кухнях. В последние годы город превратился в туристический аттракцион. Сюда возят экскурсии, люди бродят по заброшенным зданиям и фотографируют то самое колесо обозрения. Но опасность никуда не делась. Радиация не имеет ни цвета, ни запаха, и в зоне отчуждения до сих пор полно горячих пятен. Мест, где уровень излучения зашкаливает. Достаточно наступить не туда, поднять с земли предмет или сесть на зараженный мох, чтобы получить дозу, которую не почувствуешь сразу, но которая ударит по здоровью годы спустя. Особенно опасны подвалы больницы, куда свезли одежду первых пожарных, тушивших реактор. Эти вещи до сих пор фонят так сильно, что приближаться к ним смертельно опасно. Счетчик Гейгера там просто заходится в треске. Гиды строго запрещают что-либо трогать, садиться на землю и есть на открытом воздухе. Но не все туристы слушаются. Природа тем временем отвоевала город обратно. По улицам ходят кабаны, лоси и волки, деревья прорастают сквозь асфальт и крыши домов. Со стороны это выглядит как декорации к фильму, но невидимая угроза делает Припять одним из самых коварных мест на планете. Здесь красиво, тихо и смертельно. А следующая точка нашего списка убивает не радиацией, а высотой, и она уносит жизни каждый сезон. На севере Танзании раскинулось озеро, которое выглядит так, будто пришло из другого мира. Вода в нем то ярко-красная, то насыщенно розовая, а по краям белеет корка, похожая на снег. Это озеро Натрон, и его красота смертельна. Все дело в химии. Вода здесь пропитана содой и солью, которые стекают с окрестных вулканов. Уровень щелочи такой, что показатель кислотности доходит почти до предела. Вода едкая, как нашатырь или средство для чистки труб. Температура местами поднимается до 60 градусов. Любое живое существо, попавшее в такую воду надолго, получает химические ожоги. Щелочь разъедает кожу, глаза, слизистые. Но самое жуткое происходит с животными, которые погибают в озере. Вода с высоким содержанием соды буквально мумифицирует их тела. Птицы и летучие мыши, обманутые зеркальной поверхностью и врезавшиеся в воду, превращаются в каменные статуи. Их находят на берегу с идеально сохранившимися перьями и когтями, будто окаменевшими. Фотографии этих застывших птиц облетели весь мир и добавили озеру мрачной славы. Для человека купание здесь равносильно самоубийству. Едкая вода разъедает кожу за считанные минуты, а если хлебнуть ее, обжигает горло и внутренние органы. При этом вокруг стоит удушающая жара, а испарение соды раздражает легкие. Туристов сюда привозят, но держат на строгом расстоянии от воды. Подходить к самой кромке крайне рискованно, особенно там, где твердая на вид корка на деле оказывается тонкой и проламывается под ногой. И вот парадокс. Несмотря на всю эту убийственную химию, именно на озере Натрон выводят потомство миллионы фламинго. Едкая вода отпугивает хищников, поэтому птицы чувствуют себя здесь в безопасности и как раз от местных водорослей приобретают свой розовый цвет. Получается место, где жизнь и смерть сплелись намертво, колыбель для одних и каменная могила для других. А следующая остановка нашего списка еще коварнее. Там опасность прячется прямо в воздухе, которым дышишь. На горе Хуашань в Китае туристы пристегиваются карабином к ржавому тросу, встают на деревянные доски шириной с ладонь и идут вдоль отвесной скалы. Под ногами пропасть глубиной больше 2000 метров. Это знаменитая дощатая тропа, которую многие называют самой опасной пешеходной дорогой в мире. Доски прибиты прямо к вертикальной стене на высоте, где облака плывут ниже ног. Местами настила нет вовсе, приходится хвататься руками за выдолбленные в камне углубления и переставлять ноги по еле заметным выступам. Тропу построили сотни лет назад монахи, даосы, чтобы добираться к храму на вершине, и с тех пор она почти не изменилась. Ветер здесь налетает порывами и раскачивает человека, прижавшегося к скале. Долгое время люди ходили по этой тропе вообще без всякой страховки. Сегодня выдают страховочную систему с карабинами, но проблема в том, что тропа очень узкая, а идут по ней в обе стороны. Чтобы разойтись со встречным, приходится отстегиваться и меняться местами, вися над бездной. И именно в этот момент случается большинство трагедий. Один неверный шаг, паника, сорвавшаяся рука, и человек летит вниз. Точной статистики китайские власти не публикуют, но по неофициальным оценкам гора Хуашань уносит десятки жизней в год, и людскую молву о сотне погибших ежегодно
ничем не опровергают. Кроме дощатой тропы, здесь есть и другие смертельные участки, крутые лестницы, вырубленные в почти вертикальном склоне, с уклоном чуть ли не в 90 градусов. Ступени на них стерты миллионами ног и обледеневают зимой. Несмотря на весь риск, очередь на тропу растягивается на часы. Люди едут сюда именно за ощущением смертельной опасности и ради фотографии, на которой они висят над 2-километровой пропастью. Далеко не все возвращаются, чтобы эту фотографию кому-то показать. А следующее место в нашем списке – абсолютный чемпион по числу загубленных жизней. То, что там происходит, не укладывается в голове. У подножия горы Фудзи в Японии раскинулся густой лес Аокигахара. Днем сюда заходят туристы, а к деревьям привязаны ленты и веревки, тянущиеся вглубь чащи. Эти ленты оставляют не ради красоты. По ним люди отмечают путь, чтобы не заблудиться. И по ним же спасатели каждый год находят тела. Аокигахара называют лесом самоубийц. Это одно из самых печально известных мест на планете по числу людей, добровольно ушедших из жизни. По официальным данным, здесь ежегодно находят от 50 до 100 погибших, а в отдельные годы счет переваливал за 100. Власти давно перестали публиковать точную статистику, опасаясь, что цифры притягивают сюда новых отчаявшихся. Лес будто создан, чтобы поглощать людей. Деревья растут так плотно, что кроны почти не пропускают солнце. И даже в ясный день внутри царят сумерки. Земля под ногами, застывшая вулканическая лава, вся в трещинах, пещерах и провалах. Здесь стоит абсолютная тишина. Ветер не проникает сквозь плотную стену стволов, не слышно птиц. Люди, побывавшие внутри, рассказывают об одном и том же ощущении, будто лес давит на психику и лишает воли. Компасы в Аокигахаре ведут себя странно. Стрелка пляшет из-за залежей магнитного железа в вулканической почве. Заблудиться здесь проще простого. Одинаковые деревья, никаких ориентиров, а телефон теряет сигнал через пару шагов. Именно поэтому туристы разматывают за собой ленту, шаг в сторону от тропы, и обратной дороги можно не найти. Вдоль входа в лес установлены таблички. На них обращение к тем, кто пришел сюда с последними мыслями. Ваша жизнь – бесценный дар. Подумайте о своих близких. И телефон психологической помощи. Специальные патрули прочесывают чащу в поисках живых, кого еще можно остановить, и мертвых, кого уже не спасти. Работа эта настолько тяжелая, что находят и вещи погибших, кошельки, документы, прощальные записки, разбросанные среди корней. Но есть на земле место, которое опаснее всех перечисленных вместе взятых. И туда, в отличие от остальных, вход официально запрещен. В глубине джунглей на юге Мексики скрывается пещера, которую называют самым красивым и самым смертоносным местом под землей. Это пещера кристаллов в шахте Найка. Внутри нее возвышаются гигантские полупрозрачные колонны из гипса, некоторые длиной больше 10 метров и весом в десятки тонн. Они переливаются в свете фонарей, как исполинские сосульки, растущие из пола, стен и потолка. Более красивого подземного зала на планете, пожалуй, не найти. И почти никто из людей не может там находиться. Причина в том, что пещера расположена на глубине около 300 метров, прямо над магматическим очагом. Температура воздуха внутри держится около 50 градусов, а влажность близка к 100%. В таких условиях человеческое тело перестает охлаждаться, пот не испаряется и организм буквально варится изнутри. Без специального костюма со льдом и дыхательного аппарата человек теряет сознание за считанные минуты, а следом наступает смерть. Даже подготовленные ученые выдерживали здесь не больше 20 минут за раз, после чего их вытаскивали на поверхность. Именно эти адские условия и создали такую невероятную красоту. Кристаллы росли сотни тысяч лет в горячей минеральной воде, которая заполняла пещеру. Стоило шахтерам откачать воду, чтобы добраться до руды, и люди впервые увидели этот зал. Но войти в него оказалось все равно, что шагнуть в раскаленную печь. Так какое же место убивает путешественников чаще всего? Если считать по числу жертв, это лес Аокигахара с его сотнями погибших каждый год. Но если говорить о голой физической смертоносности, где сама природа не оставляет человеку ни единого шанса, то первенство держит эта сияющая пещера. Красота, за которую платят жизнью, и стала главным ответом, самые манящие места на Земле нередко оказываются самыми беспощадными.